Слава нації! Батальйон Джохара Дудаєва на захисті України. Говорити Чечня, чеченці, Грозний неправильно і некоректно. Чечня, по факту, это огромный концлагерь. Російська пропаганда створювала образ чеченця-терориста. Едят русскоязычных детей. Мы первые ели, а потом вы начали. Грозный возьмут за 3 часа, а Украину за 3 дня. Мы видим, как сейчас воюет российская армия без украинцев. Воюет очень плохо. Если бы нам бы дали тогда такую помощь, в Украине бы сегодня не было бы такого кровопролития. Нас советская власть 70 лет ломала. К 1989 году были абсолютно уверены, что наконец-то им удалось. И что? Приходит Джохар Дудаев и говорит: вперед. И мы идем вперед. Пока жив хотя бы один из нас, кто с ними не согласен, пока жив хоть один из вас, кто с ними не согласен, у них ничего не выйдет. Героям слава! В Крыму еще будет бойня. Украина еще схлестнется с Россией на непримиримых. Пока русизм существует, он никогда не откажется от своих амбиций. Вот сейчас вот славянская там под этой маркой хотят подмять, как и в прежние времена, опять Украину, Белоруссию. Ці пророчі слова Джохар Дудаєв сказав в 95-му році. І тоді люди дивились на нього, що він взагалі несе, яка Україна, яка війна, про що йде мова. Але ці слова виявилися пророчими. На той момент він був президентом Незалежної Республіки Ічкерія. Ичкерия поубавила немножко аппетиты, но не приостановила. А в цьому відео я розкажу вам про батальйон Дудаєва, який воює за незалежність України та Ічкерії. На старті цього відосу прошу вас поставити вподобайку, підписатись на канал і направити це відео своїм друзям, щоб воно краще рекомендувалося і більше людей дізналися про батальйон Дудаєва. Друзі, до речі, казати чеченці, Грозний, Чечня неправильно. Цю тему розкриємо трошки далі. Российское руководство всю свою историю, когда ей было тяжело, бежало, значит, на подписание договоров, которые она никогда не соблюдала, не будет соблюдать и не мыслит. Такова Россия, империя зла. Зараз в Україні дуже часто люди згадують про слова Дудаєва. Так? Одна з цитат, що Росія зникне тоді, коли зійде українське сонце. Він в 95-му році говорив пророчі слова. Як ви вважаєте, звідки він все це знав? Щось так воно буде? Джохар Мусаевич Дудаев, первый президент Чеченской республики Ичкерия, был человеком, который, как бы сказали, опередил свое время. То есть он стал генералом не на паркете. Он был реальный генерал, при том, что его национальность ему не позволила бы стать генералом, но он своим талантом, своим какими-то невероятными способностями он смог стать генералом советской армии, стратегической авиации. Это, скажем так, элита в любой армии мира. И когда он это говорил, он говорил как человек, который знал русских лучше, чем русские знали сами себя. И то, о чем он предупреждал мир, и его слова об украинском солнце, и его слова о том, что то, что сегодня войну в Чечне называют внутренним, Европа называет внутренним делом России, завтра станет внутренним, Европа сама станет внутренним делом России, так оно в принципе и случилось. И Джохар Дудаев относился с большим уважением к украинскому народу, к Украине. И, знаете, наверное, даже в Украине мало, я думаю, таких людей, которые настолько верили в украинцев, настолько верили в дух, в силу этой нации, в ее способности и в ее будущее. А он верил. И теперь мы видим, что все те, кто говорили, что Киев за 2 дня, это говорили не только русские. Это говорили и европейские политики, которые считали, что это вопрос каких-то считанных дней, недель, месяцев, часов. Нет, нет. Теперь уже говорят совершенно иное. Ви сказали, що його національність не дозволила б йому стати генералом, але він став, да? Що ви вважали? В чому суть? В украинском языке есть такое очень хорошее слово, которое мне объяснили украинцы. Смысл этого слова – меньшевартость. То есть в России все нерусские – это второй сорт.
были, есть и будут. И именно среди этих нерусских они находили тех, которые им казались наиболее лояльны. Да? Но, как мы видим, эти лояльные люди получали образование, достигали каких-то позиций, но они никогда не переставали быть украинцами, не переставали быть чеченцами. И это было большим сюрпризом для колонизаторов, что им казалось, да, он уже генерал, он будет делать то, что мы говорим, а тут раз и он захотел свободы, потому что он всегда ее хотел. Ви бачили Дудаєва, да? Ну, я был ребенком, да, на парадах, которые были в Дне независимости, там, скажем так, больше я его видел на экранах телевизоров, и сейчас иногда пересматриваю его в Ютубе, и, честно скажу, чеченский народ сегодня находится в таком ужасном положении, потому что его больше нету. Вот это была как бы самая страшная рана, которую они нанесли чеченскому народу, лишив его лидера такого уровня. Чому він так вірив в українців? Да? Українці воювали на вашій стороні, це було на УНСО. От він, спілкуючись з ними, бачив, чи там щось інша якась історія була? Вы знаете, отношения между Северным Кавказом, между Чечней и Украиной имеют, скажем так, немножко более длительный характер, чем просто участие у УНСО. Дело в том, что во время Голодомора десятки тысяч людей, спасаясь от голода, шли на Северный Кавказ. Была проведена специальная операция НКВД, которая была нацелена на то, чтобы найти этих украинцев и отправить их в Сибирь. Как я от стариков слышал, это были те, кто жили в Донецкой и Луганской области. И вы знаете, эти люди понимали, что их отправляют в Сибирь на смерть, их отправляли на морозы, их отправляли в нечеловеческие условия жизни. И они прятали детей, они оставляли своих детей чеченцам, детей увозили в горы, прятали там, НКВД их искало, детей в ускоренном темпе учили языку, чтобы они знали чеченский язык, чтобы когда НКВДшники приходят и спрашивают его на чеченском, он мог ответить. Потому что НКВДшники тоже, к сожалению, были многие чеченцы. И эти дети остались, эти дети выросли. Да? Им потом уже во взрослом возрасте говорили, что да, они вот так вот, твои родители. И у нас остались очень теплые отношения к украинцам. Мы всегда отделяли русских от украинцев. И когда пришли за Чечню сражаться Сашко Билый и десятки других украинцев, это все воспринималось как какой-то естественный процесс. Что ты делаешь в Чечне? Ми захищаємо свободу чеченського українського народу проти московської агресії. То есть это не было «Вау, кто такие, откуда эти мужественные, храбрые люди». Нет, это наши люди. И сегодня я надеюсь, что в будущем, когда Чечня и весь Северный Кавказ будет свободен, я очень надеюсь, что многие украинцы приедут и будут жить у нас, останутся жить у нас, потому что я хотел бы слышать украинскую речь, я хотел бы, чтобы у нас были рестораны украинской кухни, и чтобы между народами Северного Кавказа и Украины были очень хорошие, теплые взаимоотношения. Нам есть что дать друг другу, нам есть чем поддержать друг друга. И мне кажется, это только надо развивать. У нас те отношения, которые никогда не были и не будут между русскими украинцами или между кавказцами украинцами. Потому что мы не относимся к друг другу как ко второму сорту. Русские к нам относятся. К сожалению, и среди украинцев, и среди чеченцев, и среди других народов есть те, кто инфицированы вот этим колониальным, имперским пропагандой этой российской, что они считают эти хохлы, эти чурки, то есть они мыслят в этих категориях, но я думаю, они скоро уйдут с исторической арены, и мы вернемся к нормальному существованию. В чеченском языке нету кличек для каких-то наций. То есть ты не можешь сказать, чтобы тебя поняли хохлы, ты должен сказать украинцы. Понимаете? И это очень важно, я считаю. Як себе проявили українці тоді під час Чеченської війни? Да? Що говорили там про Сашка Білого на УНСО? То, що я чув, що вони керували там, можливо, єдиним танком, який у вас був тоді. Вы знаете, украинцы – это очень-очень хорошие солдаты. И мы видим, как сейчас воюет российская армия без украинцев. Да? Воюет очень плохо. И поэтому украинцы всегда были, есть и будут одними из лучших солдат в мире. И когда они воевали в Чечне,
Они воевали так же, как и воевали чеченцы. Они сражались так же храбро, они сражались так же отчаянно, они гибли. И мне один близкий товарищ рассказал историю, что во время штурма Грозного в подвале президентского дворца приехали украинцы с позиции, везли своего раненого в голову бойца, и один из тех, кто его вез, держал его голову в руках. И все руки были залиты кровью. А в это время приехали российские депутаты для переговоров, там мирный процесс, что-то такое. И вот этот украинец занес в операционную своего товарища, вышел, закурил, у него была огромная рыжая борода, и все руки в крови. Вот он курил, и у него оставался след крови на бороде. И подошел российский какой-то депутат, увидел на нем украинский флаг, увидел какие-то значки УНАУНСО, и говорит: а вы украинец? Тот говорит: да, я украинец. Ну а что вы там думаете по происходящему, а как вы здесь? Он сказал: мы здесь сражаемся за Украину. Пока мы сражаемся здесь, вы не нападете там. И я вам клянусь, он сказал, что для вас сейчас чеченский джихад, который идет против вас, то есть священная война, скажем так, это для вас видеть, как мы хорошо воюем и как вам тяжело идет. Так вот, когда начнется украинский джихад, вы пожалеете о том, что вы на этот свет родились. Так и передайте там в Москве. Но вот мы и дожили до украинского джихада, до украинской борьбы. И сегодня мы можем наблюдать то, что слова того украинского бойца оказались пророческими. Что русским сейчас тяжело как никогда. Я думаю, что даже в 1941 году им не было так тяжело. Потому что тогда их поддерживала Соединенные Штаты, Англия, были союзники и так далее. А сейчас они набросились предательски, подло, абсолютно без какого-либо довода, без каких-либо причин на Украину, чтобы ее уничтожить. И речь же идет не просто о захвате страны, о захвате территорий. Речь идет по Буче. То есть это не какие-то пустые слова, да? Кто сомневается, может съездить в Бучу, может съездить в Ирпень, может съездить сейчас уже в Изюм. А дальше будет больше. И в финале нас ждет Мариуполь. И страна содрогнется от того ужаса, от того количества смертей, которые они принесли на эту землю. За что? Кто-нибудь может ответить на вопрос «за что?» А просто потому, что украинцев быть не должно. Они не признают за украинским народом право на существование. Они не признают за украинским языком, культурой право на существование. Вы видите, что они делают на оккупированных территориях. Вы видите, как запрещается украинский язык. Вы видите, как они привозят учительниц, русских учительниц. То есть они полностью ликвидируют нацию. Я не знаю, я читал о таких вещах в детстве в книжках, когда были какие-то колониальные войны там, в XIX веке. Ну и то такого ужаса, такого какого-то целенаправленной ненависти, терора в отношении народа я не знаю. Ну, я розумію, що ваш народ не здивований був цим всім, тому що те, що вони робили в Ічкерії, да, на вашій території, це було плюс-мінус те саме, що ми зараз маємо, можливо, навіть гірше. Тобто я чув історію, коли розривали людей танками, варили людей. Они делают то, что в их миропонимании они считают, абсолютно уверены в том, что чем брутальнее, чем ужасней, чем страшнее будут казни, уничтожение целых городов, сел, регионов, тем больше их шансов на победу. Они просто пытаются поломать дух народа. Вот они считают, что если они это устроили в Буче, то украинцы, посмотрев на Бучу или на Мариуполь, должны сдаться. Потому что они, наверное, сдались бы, я думаю. Вот если бы к ним также себя вели захватчики, они бы сдались бы. Но они недооценивают как бы волю ни чеченского народа, ни украинского народа. Это чеченцы не подписали ни одного акта о капитуляции. Нет у них этой бумаги. Нет у них ни одного главнокомандующего вооруженными силами Ичкерии или президента, или исполняющего обязанности президента, который бы сел и подписал эту бумагу. То есть Кадыров – это тот же пасечник, это тот же Захарченко, которого взорвали. То есть это, знаете, такая девка из их обоза, которую, я не знаю,
как это правильно назвать, не хочется никого оскорблять, но это какое-то чудовище, которое их ручное. Пес, которого они привезли, и он изображает из себя власть. Поясніть, як так вийшло, що людина, яка там, і його батько, і він, ну там, вони говорили, що треба вбивати росіян, там якомога більше, і потім він став керівником. От через роки що сталося? Чому? Вони просто продалися, чи в чому фішка була? Я думаю, что украинцы на эту тему могли бы написать диссертации, да, потому что количество пророссийских политиков в Украине, которые все эти годы оккупацию, аннексию называли гражданской войной, это все за деньги кто-то там устроил, эта война не наша война, это все американцы, французы, я не знаю, бог весь кто, Заговор. но не Россия. Украинцы их видели каждый день на экранах своих телевизоров. Украинцы слышали каждые выборы, эти люди выходили, обещали украинцам мир, процветание и договориться с Россией. Поэтому это те же самые. Понимаете, если бы завтра они бы пришли к власти, вы думаете, Медведчук вел бы себя иначе, чем Кадыров? Это такие люди есть в каждом народе. И поэтому его папа там призывал убивать там 150 русских, обещал за это рай. Это все, они готовы говорить что угодно, чтобы вас обмануть. Они готовы делать что угодно. Где надо, они будут самые большие патриоты, вы больше не найдете. Но при этом их предательская сущность, она не меняется. И я бы даже их не назвал предателями. Предатель – это человек, который имел какие-то идеалы, какие-то ценности, а потом им изменил. А Кадыров, Медведчук, ему подобные, у них этих идеалов никогда не было. Никогда они не уважали ни Чечню, ни Украину. Никогда они не считали ни чеченцев, ни украинцев народом, людьми, имеющими право на свой язык, культуру, независимость, свободу. Они всегда были за Россию. То есть они чистый враг. И тут не может быть сомнений. Просто нельзя от того, что он говорит по-чеченски или у него украинское гражданство, человека считать там, украинцем и так далее. И касательно, например, тех, кто готов сражаться за Украину, тех, кто готов отдавать свои жизни за Украину, из других стран, из других народов, не имеющих украинское гражданство, у меня всегда была мечта, чтобы эти люди, многие, которые сюда приезжают, например, буквально вчера я, по-моему, читал новости, что Казахстан, Узбекистан, еще какие-то страны объявили, что те, кто будут там воевать в Украине, они будут иметь проблемы дома. И тот, который сейчас сражается за Украину, он уже не может вернуться домой. Я не хочу, чтобы раздавали гражданство налево-направо, но я хотел, чтобы украинская Рада, украинское правительство сделало какой-то паспорт чести. То есть по этому паспорту человек мог жить, работать, учиться, сражаться за эту страну, но чтобы этот человек не стал, как бы, знаете, надо знать, что ты в гостях, да? Чтобы он не мог голосовать на выборах, он не мог избираться, не мог там служить в полиции, в спецслужбах. Это как бы, чтобы вот ты сражаешься за Украину, и тебе украинский народ благодарен. И ты живи среди нас, учись, зарабатывай деньги, плати налоги, соблюдай наши законы. Но политика – это дело украинцев. Чтобы вот туда никакой политик не взял какого-то героя войны, не сделал из него депутата, сами знаете, как это в Украине работает. Вот этот момент хотелось бы, чтобы никто не лез, ни один народ в мире не лез во внутренние дела украинцев. Бомбардири. У наших партнерів компанії Favbet стартував благодійний проєкт «Прокачка тачки для ЗСУ». Для того, щоб знищення ворогів відбувалося ефективніше, нашим хлопцям та дівчатам на фронті потрібні тачки із спеціальним функціоналом. З кожного вашого депозиту частинка коштів піде на цей проєкт. Таким чином зберуть 10 авто, прокачають їх. До речі, у мене за спиною одна з таких тачок, яка вже, скоріше за все, відправилась на фронт в той момент, поки ви дивитесь це відео. Тому все це буде висвітлюватися на спеціально створеному YouTube-каналі, YouTube-проєкті. Всі деталі залишаю по лінку в закріпленому коментарі. Залітайте туди та будьте всередині гри разом з Favbet. Наскільки я розумію, то говорити Чечня, чеченці, Грозний – це неправильно і некоректно, правильно? Нет. Чеченская республика Ичкерия.
Грозный это был форпост России, царской России, он назывался Грозный. Название города это Джохар, от имени Джохар Дудаева. Это была воля народа в честь президента. Чеченці, як коректно казати? Нохчи, Нохчі. да. Ага, це від чого? Это на чеченском, чеченцы, это чеченское это русское слово. То есть у нас нету такого на чеченском чеченец. Есть нохчи. Вас ображає, коли говорять чеченці? Чи це просто, якщо російською говорять, то... Не, если на русском говорит, то есть там никаких этих нету, а так правильнее говорить нохчи. Те, що ви зараз спостерігаєте в плані російського інформаційного простору, те, що українці їдять дітей російських, те, що мовне питання, і ось ці всі моменти, я розумію, що ви всі ці теми пройшли, да? І так само казали, що вони Грозний візьмуть за 2 години, приблизно те саме, да? Да, то есть Россия не поменяла вообще ничего, как они напали на Чеченскую республику Ичкерию, также они напали и на Украину. Ущемляется русскоязычное население, едят русскоязычных детей. Ви перші їли, да? Да, то есть мы первые ели, а потом вы начали за нами. То есть Грозный возьмут за 3 часа, а Украину за 3 дня. То есть, ну... Єдина різниця, те, що я побачив, це те, що російські медіа розкачували в 90-х тему чеченці – терористи. Тобто це люди, які підривають, вбивають, створюють якийсь хаос. Українці потім пізніше стали просто фашистами. Да, да, фашисты, нацисты. То есть, когда на сегодняшний день, даже когда общаешься с людьми там, у них первый вопрос, а как там? То есть для них удивительно, что кто-то живет в Украине, типа чеченец там живет, а как так? То есть потому что они каждый день это слышат, конечно, как Гитлер говорил, скажите неправду 100 раз, она останется неправдой, 1000 раз. Но если вы будете повторять 1 000 000 раз, она станет правдой. Вот точно так же. Как пропаганда идет, каждый день показываешь одно и то же, все тебе говорят одно и то же, и, конечно, ты начинаешь в это верить. Ви комунікуєте взагалі з кадирівцями? Чи є якесь спілкування? І чи треба взагалі спілкуватися з ними? Нет, у нас нет никакого общения, и, в принципе, общения с ними быть не может. Точно так же, как и у украинца не может быть общения с сепаратистом. То есть это человек, который видит все, сам участвует в уничтожении чеченского народа и украинского народа. То есть общение с ним, он все прекрасно понимает, он знает, что он делает, ему объяснять что-то и говорить с ним вообще не о чем. Я знаю, що були замахи на Кадирова, да? Його охоронець намагався його ліквідувати. Да. Тобто якісь рухи все ж таки в цей час відбувалися, щоб його скинути? Это было еще давно. Но, конечно, это была инициатива самого этого парня. Его спецслужбы, так сказать, короче, выяснили это. И парень долго его пытали, избивали. И в конце у него был такой, Рамзан там любит вот эти все там зоопарки, вот это все, у него там целый дворец. И по рассказам людей, это его скормили льву. Я розумію, що навіть якщо Кадирова завтра не стане, все одно знайдуться його родичі, там купа людей, які поруч з ним, його племінники, да, які вже готуються на те, щоб на його місце стати після нього, так? Конечно. И даже есть его правая рука, там вот эти приближенные Кадырова. То есть, ну, предатели всегда найдутся, которые хоть как-то пытаются, как сказать, себя там показать, чего-то добиться. Это предатели, это обычно Россия берет из тех людей, когда, вот, к примеру, захватывает территорию, и в каждом народе есть люди, которых ты никогда не замечаешь, и никогда ничего из себя не представляли. И таким людям, когда даешь власть, когда даешь все, они готовы делать все, что угодно, главное, чтобы не потерять это. И вот таких людей они нашли
и в Украине, когда они захватили территорию. Таких людей они нашли и в Чечне. А я чув про те, що його ще дід був теж зрадником, да? Тобто там в часи ще радянської влади, там теж було якісь Да, питання, это человек во время ссылки народа получал награды от советской власти. То есть не боевые награды, а в мирное время. То есть при ссылке народ выселили, говоря, что это был предателем, что сотрудничали с фашистами. То есть и как с этого народа кому-то можно давать какие-то награды. А его дед получал. В Україні дуже часто з Кадирова сміються за те, що як він говорить. В чому прикол, що він каже, це Дон постійно. Вчера приехали на Хаммерах, Дон, легионовцы, Дон, такие крутые, Дон. Знаете, в начале, когда еще после смерти его отца, он вступил в должность главной марионетки, его вообще никто не понимал. Если вы посмотрите старые его видео, он, короче, как-то что-то бормочет там, и ничего не понятно. И после этого он начал работать над своей речью, вот там с учителями, походу, не знаю, как он это сделал, но более-менее как-то сейчас стало понятно. Но у него иногда выскакивают какие-то фразы, которые никому не понятны. Ни чеченцам, ни украинцам, ни самим русским даже. І Дон це воно? Дойхун – это есть, это слово паразит, есть же. Вот это говорят, когда на русском говорят, у них так иногда говорят, есть же. Типа подтверждаешь то, что ты говоришь. Дойхун – это еще Гилаев Хамзат, когда он давал интервью, у него было Дойхун, говорил. А у Кадырова это Дон. Чому ви його називаєте Люля? От я прочитав, що таке прізвисько є у нього. Да, Люля – это потому, что он ничего из себя не представляет ни в военном смысле, ни в мужском смысле, ни в каком смысле. Он ничего из себя не представляет, он просто марионетка, за ним стоит просто российская армия. И все. Поэтому его и назвали вот как-то ласково, унизительно Люля. Как говорил Док Умаров, на него даже тратить патрон жалко. Его надо вот эти взрыв-пакеты, короче, кинуть ему, чтобы он от страха умер там. Даже патрон на нього жалко тратити. Які зараз взагалі настрої в Грозному, зважаючи на мобілізацію? І ще питання, от після того, як їх покришили під Києвом, я розумію, що там Грозний вив, да? Там матері, жінки, і вони не очікували, що таке може бути. Вы знаете, было одно видео в Ютубе, я не знаю, сейчас удалили или нет, женщина, когда отправляли его сына еще в начале этой войны, сказала такую вещь, она стояла, плакала, там все родные собрались, короче. Женщины плакали, одна женщина не выдержала и начала кричать. Если бы мы в свое время все восстали, наших сыновей сегодня не отправляли бы на войну. То есть вот такой настрой есть у народа. Конечно, там говорить об этом там очень сложно. Там вплоть даже если ты за самого себя не боишься, они берут твою семью. Когда ты видишь, что могут делать что угодно с женщин в твоем доме, со стариками, с детьми, то есть у людей нет ничего святого, никаких там каких-то человеческих понятий, конечно, тебе сложно что-то делать. Хотів би запитати про ваші дії тут, саме батальйон Дудаєва в Україні. Я зрозумів, що за час широкомасштабної війни ви змінили свій рід, да, з диверсійної групи стали зараз штурмовою, правильно? Ну, это во время уже вот этой второго масштабного наступления оккупационной армии России мы сначала работали
как разведдиверсионная группа. Делали разведку, там передавали данные артиллерии. А когда уже начали идти вперед, мы стали разведштурмовой группой. Ви були на Київщині і зараз звільняли частину Харківщини, правильно розумію? Эмоции, конечно, это сложно видеть мирных людей, когда ты идешь там по освобожденному селу или заходишь в какой-то город, видеть, как эти люди плачут, но с улыбкой встречают тебя. Но с другой стороны, ты радуешься, что именно ты участвуешь в этом и надеешься, что именно ты завершишь это кровопролитие и поставишь конец всему этому. Ви собі стали запитання, чому ви тут, чому ви воюєте в Україні? Основна мотивація? Основная мотивация – это свобода, свобода своего народа. Я считаю, что от свободы украинского народа зависит и свобода чеченского народа. Потому что с украинским народом у нас больше общего, чем, например, с Россией или с каким-то другим народом. То есть я считаю, что и менталитет у нас схожий. То есть мы готовы многое отдать за свободу. Афганская пословица, что готовясь к войне, готов 9 пуль, 8 для предателей, 1 для врага. То есть самый большой враг — это предатели. Потому что враг, ты знаешь, чего от него ожидать, ты можешь с ним встретиться на поле боя. А с предателем ты с ним не встретишься на поле боя. Он будет тебя разъедать изнутри. Достатньо непросто було домовитися про інтерв'ю, тому що хлопці з батальйону Дудаєва достатньо обережні і закриті. І плюс треба було почекати, тому що вони брали участь в контрнаступі на Харківщині. Зараз ми поїдемо на тренування. Це не футбольне тренування, а військове. Говорять, що буде дуже цікаво, але треба трошки проїхати. Не скажу, куди їдемо, є питання безпеки, це зрозуміло. Перед цим заскочимо на заправку. І, до речі, зараз, обираючи будь-який сервіс, я от аналізую, як ця компанія поводить себе під час війни. І от ОККО, куди ми зараз заїжджаємо, дуже проактивно себе поводять в плані того, що як вони підтримують нашу армію, наших воїнів. І це зараз надзвичайно важливо, щоб ви зрозуміли, з часу початку повномасштабної війни ця компанія виділила більш ніж 120 мільйонів гривень на різні благодійні проєкти. Один з таких проєктів – це «Зігріваємо захисників». З перших днів війни на ОККО поблизу гарячих точок безкоштовно пригощають захисників та захисниць. Понад 300 тисяч порцій кави та 200 тисяч хот-догів ОККО приготували для наших військових. У них часто немає можливості витрачати багато часу, щоб перекусити. Тому такий швидкий та смачний перекус на заправці може зарядити військових силами продовжувати захищати країну. До речі, друзі, кожен з вас може перерахувати свої бали з додатку «Фішка» на каву та хот-доги для наших героїв. Це можна зробити дуже просто в мобільному додатку. Або ж можете підключити касира, і він все підкаже. Респектую компаніям, які проактивно поводять себе в контексті підтримки нашої армії. А зараз їдемо до наших героїв. Ви ж не забули, да, поставити вподобайку, підписатись на канал, тому що це дуже важливо. Ми на тренуванні батальйону Дудаєва. Хлопці зібралися, попереду у них, щоб ви зрозуміли, футбольна тема, тест Купера і багато цікавих завдань. Слухай, дуже серйозна підготовка, да, фізична. Я бачу, ви до цього дуже серйозно ставитесь.
Да, конечно, в поле боя устаешь намного больше. То есть потихоньку подготавливаемся сами и новобранцев тоже подготавливаем к таким же условиям. Рядом инструктора ходят и стреляют, чтобы они чувствовали более приближенно к боевым условиям. Петарды. Петарды, что типа рядом взрывы, вот это все. Конечно, это не сравнится с реальным боем, но более-менее будет подготовлен человек к стрессу. Для вас приклад ваші попередні покоління, які воювали Першу, Другу Чеченську, і у них не було часу, да, готуватися абсолютно? Да, у них не было ни оружия, ничего, они чисто духом выигрывали эти бои и шли до конца. А сегодня для нас это, по сути, очень легкая война. Смотря на них, мне, если честно, было бы стыдно сидеть и отсиживаться где-то. Потому что вся эта история нашего народа, она построена на сопротивлении оккупанту. То есть все наши герои, которые существуют и существовали, они все воевали против этой империи. У нас нет ни одного героя, который воевал где-то в другом месте. Все именно воювали проти этого окупанта. Ти мені говорив, що під час Чеченської війни був такий момент, коли люди запитали в Дудаєва, а де наша зброя? Да. Да, і що він відповів? И ответ его был: вон, российская армия идет, у них много оружия, заберите у них. И никто не начал возмущаться. Они это восприняли как, ну, значит, у них и заберем. И они и так и делали. Бегали за одним человеком, у которого был автомат. Если его ранят или убьют, забирают у него автомат, ведут дальше бой. Если он кого-то убьет, забирают у убитых оккупантов оружие и уже начинают вести бой дальше. И в Грозном так это бои шли. Когда вы видите, что целая толпа бежит за одним бойцом, это не толпа, которая пытается куда-то убежать или мирные куда-то убегают. Это люди, которые бегают за ним, чтобы, если что-то выпадет, им взять оружие и вести сами тоже бой. Ногчі такі сильні в бою. Чому? Вы знаете, это не то, что именно мы сильные. У нас это уже в крови. Наши предки воевали, у нас это в генах уже. Воевать, биться за свою свободу. И точно так же, как и украинцы. Европа не ожидала, что Украина выдержит. Многие, даже убежавшие с Украины, думали, что уже все. Но украинцы доказали, что они могут биться, что они могут биться и до прихода поддержки с Европы. А Европа помогла только тогда, когда Украина уже отстояла большинство направлений на фронте, где она остановила армию, и оккупанты отступили из-под Киева. Що поміняє зараз мобілізація в Російській Федерації? Да? Ви там спілкуєтеся з людьми, які зараз в Ічкерії знаходяться. Що це поміняє? Як ти вважаєш? Больше крови. Это поменяет то, что они хотят как можно больше уменьшить людей, которые пойдут в сопротивление. То есть верные Кадырову, они не идут в первую линию. В первую линию идут вот эти же мобилизованные. То есть, как вы слышали уже, вот этих мужья, этих женщин, которые протестовали, вот их пустят в первую линию. Мы же говорим таким людям, которые так насильно их отправили, они могут сдаться, к ним будут обращаться хорошо. И это не российские оккупанты. Это не как попасть в плен российским оккупантам. Конечно, им там рассказывают, что там пытают, там убивают. Вот был такой случай. Кадыровцам показывали видео, что типа украинские военные пытают пленных россиян. Они показали некоторые видео, потом не было достаточно видео. Потом показывали видео, где режут российских солдат. И там сидящий один сзади кадыровец сказал: «О, это же мой дядя». То есть это был его дядя, который резал русского солдата. Так понятно, что это дело, чтобы очернить чеченцев, и эти же кадыровцы резали на видео людям головы, тем же, как журналистам, которые были отрезаны головы. Их так и не нашли, кто их отрезал, хотя их снимали с бородами. Это были такие же кадыровцы, потом они начали служить России. То есть, чтобы очернить чеченский народ.
У вашого народу, я розумію, є ось ця кровна помста. Да? Тобто, коли Ічкерія буде звільнена, Да. ви будете розбиратися, хто чим займався, правильно? Конечно. Наши предки допускали эту ошибку каждый раз. А в чому То есть- помилка? Пробачати? Потому что, да, у нас, знаете, хоть как бы Россия не пыталась нас очернить, сказать, какие мы ужасные и страшные, но в момент, когда уже наступила победа, все уже не хотят убивать дальше. Они хотят уже мира и, наконец-таки, оставить это все и зажить мирной жизнью. И каждый раз одно и то же, повторялось, оставляли вот этих предателей, говорили, мы один народ, мы должны жить сплоченно. То есть разговаривали с ними, общались, это забывалось. Россия тех же людей опять-таки подготавливала. Они сеяли раздор в народе, и опять начиналось то же самое. Поэтому от предателей нужно избавляться любым способом. По-любому, нету другого выхода. Ни один народ не получил свободу, не избавившись от предателей. Нету такого. Потому что предатели сегодня он предал один раз, завтра он предаст еще раз. То есть этому человеку нельзя доверять. Даже сами оккупанты, людей, которые работают на них, пишут в паспорте «склонен к предательству». И они сами не воспринимают их как за людей. Это люди, которые, если что, готовы перейти на другую сторону. Якщо люди мобілізовані з Ічкерії перейдуть на ваш бік, ви готові брати до себе в батальйон тих людей, які от мобілізовані, так сталося, і вони перейшли, вони здалися в полон? Ну, теоретично, я кажу теоретично. Конечно, готовы, но, конечно же, будет проходить проверка, где, что участвовали они в Чечне на стороне оккупантов, были ли у них в родстве бойцы, которые были в сопротивлении. То есть это все будет учитываться и будет жесткий контроль над этим. Ну, ви говорили про це от у себе в вашому батальйоні, про те, що як от люди переходять сюди, хай будуть з нами? Конечно, конечно. И если люди, которые находятся там, их отправили, угрожая их семье, если даже их возьмут в плен, их обменяют, их все равно отправят обратно. Так что им лучше, умирать беззащитным среди оккупантов или умереть, защищая свободу своего народа? Я считаю, что лучше мертвый лев дороже живого шакала. Твоя мрія – поїхати в Ічкерію вільно, повернутися додому? Вот я, к примеру, сын бойца, который воевал Первую, Вторую войну. То есть я продолжаю дело своего отца, и мы все будем биться и дальше. Если мое поколение не сможет это сделать, то другое поколение это сделает. Но мы сделаем все, чтобы мое поколение это остановилось. И мы добились свободы и безопасности для украинского народа и чеченского народа, и для народов, которые находятся под оккупацией. Поэтому присоединяйтесь, боритесь за свою свободу. Легко за свободу никогда не бывает. Свободы высокая цена. Дивлячись на те, як зараз Україну підтримує Європа, Америка, весь світ, я думаю, що у вас десь в голові і у вашого народу є така думка, що якби нам дали таку підтримку, ми просто б розірвали би москалів, правильно? Если бы нам бы дали тогда такую помощь, в Украине бы сегодня не было бы такого кровопролития, потому что Россия уже не смогла бы идти дальше, у него не было бы такого ужасающего иллюзий, что они там такие страшные, что они там поехали там уничтожают, тут уничтожают. А это было бы государство, которое проиграло чеченцам. И украинцы их не восприняли бы как угрозу. Они не смогли бы их морально многих задавить вот так. В Росії все одно знайдуться люди, які скажуть, ну дивіться, стоп, типу чеченці робили терористичні акти, ну от Норд-Ост, да, будинки це ФСБ підривало, те, що там, ну, хто в фактах копався, до речі, раджу всім книжку одну прочитати, ФСБ підриває Росію, да, друзі, це топ-книжка просто, от візьміть, Литвиненко написав ще з одним автором, просто космос, там все розкладається, як це все робилося і для чого.
Сьогодні серед вас ми розіграємо книжку «ФСБ підриває Росію», яка розписує всю суть путінської влади. Для того, щоб її забрати, вам потрібно просто поставити вподобайку цьому відео, підписатись обов'язково на канал і скинути якісь посилання на крутий тікток кадирівців і розписати, в чому ж підвох, в чому маніпуляція. Найкращий варіант забирає книжечку, тому давайте включайтеся, матеріалу достатньо багато. Але в той же час Норд-Ост, да, ми з тобою спілкувалися, коли чеченці захопили людей, які там сиділи простих. Що це була за акція? Да? Я розумію, це не підстава була, це були реально ваші люди. Это была акция уже отчаяния, потому что каждый раз, когда захватывали какие-то там дома или еще что-то, требование было лишь одно – вывести войска из Чечни. То есть они не просили ни денег, ни даже отпустить их самих. Они хотели вывод войск, чтобы спасти от уничтожения свой народ. Они не хотели, чтобы их народ жил в рабстве. Они были готовы пожертвовать своей жизнью. И, конечно же, мир это воспринял как терроризм, потому что мир отказался поддержать нас. Им было легче, нас признать террористами. Потому что мир-то еще тогда надеялся, как и всегда в истории, мир надеется, что Россия изменилась. Но она в своей истории никогда не менялась, и она не изменится. Украина сегодня это видит и чувствует на себе. Обыкновенный русизм страшнее фашизма, нацизма, расизма, всех человеческо-ненавистских идеологий, возведенный в высший ранг государственной политики России. Русские неверующие. Ни в Христа, ни в Магомета, ни в Будду, ни во что. Ви українець, який воює в батальйоні Дудаєва. Чому? Во-первых, это коллектив, с которым я был знаком еще до войны. Вот, это друзья. Поэтому с начала войны поменялось не так уж и много, просто этот коллектив милитаризировался и стал подразделением одним большим. Вот. Именно этот батальон, потому что так исторически сложилось, что мои друзья, их отцы, они с Ичкерии, вот, их отцы воевали в первой и второй кампании. Вот, и естественно, что с начала войны тут это приобрело формат подразделения батальона. Вот, и по такому стечению обстоятельств я оказался здесь, именно рядом со своими друзьями. А що вас навчили взагалі представники Ічкерії в плані життєвої філософії, тому що це люди такі завжди дуже глибокі з тих, кого я знаю. Що саме вас навчили? Дисциплина, вот, это, наверное, основное, что я взял у этих людей. Дисциплина и чистота духа, чистота намерений, которая абсолютно везде и во всем. То есть эти люди абсолютно прозрачны и без какого-либо лукавства вот, в своих поступках. Поэтому у них есть чему поучиться вот, в плане дисциплины, самоконтроля вот, и общей философии, взглядов на жизнь, вот, отношения к смерти, отношения к жизни. Для этих людей смерть как обыденность, то есть они не находят в ней ничего того, что обычного человека там вводит в ступор. То есть для них это всего лишь бренность, миг, вся жизнь это миг, вот, которая проходит, и за ней последует уже следующая жизнь, вот, которую человек себе заслужил. Типа, либо рай, либо гиена, которую человек будет кормить вот, собой. Поэтому легкость отношения к смерти вот у этих людей я, в принципе, позаимствовал. Самое главное для себя подчеркнул, что жизнь – это миг, который нужно просто прожить очень достойно и пройти достойно этот путь, вот, чтобы уже последовать туда, где мое место будет в следующей жизни. Наш батальон, наша группа является интернациональной, преимущественно украинцы, чеченцы, крымские татары, азербайджанцы. Есть люди, которые представляют другие национальности, которые хотят к нам присоединиться. Тут никто никого не делит на нации, на расу и тому подобное. То есть здесь все люди объединены одной идеей и одним стремлением бороться за свободу и независимость своих народов. Но сейчас Украина – это возможность для реализации своих планов. То есть здесь мы все можем проявить себя, проявить свои идеи, одним общим кулаком добиться свободы своих народов, чтобы рано или поздно эти люди могли там прийти на свою землю и вернуть свои традиции, которые веками там
были. Вот. Но с приходом путинской власти, естественно, везде происходит абсолютный хаос, насилие, уничтожение народов. Для того, чтобы победить общего врага, необходимо объединение, консолидация народов. Вот. И поэтому всем людям, которые нас смотрят, я бы советовал только одно – это находить своих единомышленников, находить людей, близких по духу, брать в руки оружие, приезжать и просто бороться за свободу. Потому что если сопротивления не будет здесь, то война будет идти дальше и дальше, короче, и придет к другим регионам, к другим странам. Поэтому всем советую только одно – это бороться за свободу, независимость и придерживаться своих идеалов, вот, и следовать до конца своему пути. И молодежи хочу посоветовать одно – это читайте, развивайтесь и вставайте на верный путь и продолжайте идти. И напрасно русские думают, что сейчас армией своей, уголовниками, ядерным оружием запугают мир. Человечество не запугает уже. Зараз ваш народ знову стравлюють, кидають на нас, тобто залишилась частина населення, яка живе досі на території Ічкерії, вона в режимі Кадирова. Це тоталітарний режим, я знаю, що там за будь-яку критику просто вивозять в ліс і б'ють, знущаються з людей, потім змушують їх ще на камеру казати, що там шайтан попутав, там щось і так далі. Є люди, які протестують проти цієї мобілізації. Я дуже часто чую такі слова, що чому Чечня не встане, тому що я розумію, ну ніхто не хоче йти сюди воювати. Да? Тобто вони зараз мобілізують людей, і багато представників вашої національності вже вбили. Що з цим робити? Чи є шанс на те, що там люди встануть і зметуть просто Кадирова, чи всі залякані настільки, що немає змісту вставати? Смотрите, мне когда этот вопрос задают, я задаю встречный вопрос. Когда мне спрашивают, а почему нету восстания в Чечне, там, в Дагестане, еще где-то, я всегда задаю вопрос, а почему нету восстания в Донецке, а в Луганске, а в Херсоне, а в Мелитополе, а в Мариуполе? Почему там нет восстания? Потому что, понимаете, чеченский народ потерял 300 тысяч. Это как из 40 миллионов погибло бы 14 миллионов украинцев, да? И тот режим, который там установился, да, российская армия разворованная, коррумпированная, она не является второй армией мира, но российские органы, как бы ФСБ, МВД, поверьте, они очень сильные, и они такой террор устроили, такой ужас наводят и на оккупированных территориях, потому что я общался с теми украинцами, которые выехали с Мариуполя, которые выехали с Мелитополя, и то, что они мне рассказывают, поверьте мне, что это вот те, кто это спрашивает, им просто надо поехать один раз туда и пожить или в Чечне, или в Мелитополе, или в Мариуполе хотя бы неделю. И вот тогда этот вопрос сразу отвалится. Потому что если в Чечне сегодня настолько жестокий, страшный, какой-то просто людоедский режим, вот последнее, что им осталось сделать, это брать недовольных и кидать их в эти кипящие чаны с маслом в центре Грозного. Остальные все они уже сделали. То есть любые, нету казней, нету тех пыток, которые не применялись в отношении чеченцев. Вообще нету. Чечня, по факту, это огромный концлагерь. Вот это огромный страшный концлагерь. Был митинг в Грозном. Туда вышло около 120 женщин. Так вот, Кадыров, уже не зная, что ему еще сделать, сказал, что родственники этих женщин, мужские части всех семей, поедет в Украину воевать, но без какой-либо подготовки. То есть умеет, не умеет, неважно. Его кинут на передний край, выберут то место, где украинская артиллерия лучше всего разносит позиции, отправят его туда и скажут: все, умирай. И он будет умирать. Потому что это же судьба, я постоянно говорю, приводя в пример чеченцев, которых сюда отправляют мобилизованных, я привожу в пример европейцам, когда говорю, если бы захвачена была Украина, то поверьте, сейчас они из 300 тысяч, из там 800 тысяч чеченцев, которые живут в Чечне, они умудряются сюда десятку там отправить, то представьте, что бы они сделали с Украиной, если бы они ее захватили. Сколько миллионов они бы вооружили винтовками Мосина и легко бы погнали их на Польшу. Или на еще какую-нибудь, или на Румынию, или, я не знаю, на кого, на Словакию. Заявив, что это делает Украинская Народная Республика, там, я не знаю, как бы они придумали название.
что мы, русские, как всегда, их там нет. То есть это судьба как бы преданных, растерзанных народов. Оставшихся берут. Да, среди этого числа чеченцев есть какие-то идиоты, которые верят в эту всю кадыровскую чушь, там их единицы по факту, да. И сегодня я думаю, что стоило бы в Украине подумать над тем, чтобы каким-то образом ответить на это. Было бы очень неплохо, если бы признали бы независимость. Вот сейчас они проводят референдум, да. Ну хорошо, не существует в мире донбасского народа. И луганского народа не существует. Херсонского народа нет. А чеченский народ есть. Татарский народ есть. Якутский народ есть. Но, следуя заветам Степана Андреевича Бандери, вільним народом вільну країну. А який ідеальний сценарій для вас, ви бачите? Це після перемоги України розвал Росії, незалежність ось цих народів? Идеальный сценарий для нас я вижу в том, что Украина становится модератором бывшего построссийского пространства. Идеальный сценарий для нас, что вооруженные силы Чечни становятся частью НАТО. Мы должны быть в НАТО. Это даже мы не хотим, у нас не будет, как во многих странах, там обсуждения. Хотим, не хотим, мы все хотим в НАТО. Все северокавказские народы должны быть в составе блока НАТО. Они должны быть обязательно там. Другого выхода я не вижу. Я не вижу других выходов, кроме как ассоциации и дальнейшем членства в Евросоюзе, чтобы мы должны быть с нормальными союзниками в нормальных союзах. Никаких вот ДКБ, никаких вот этих СНГ нам не надо. Самое главное, что мы не хотим быть с русскими. Просто, понимаете, мы устали. Это сумасшедший народ. Они то хотят царя, то не хотят царя. То Бог у них есть, то Бога у них нет. То у них есть частная собственность, то ее нету. То есть это такой сосед, алкоголик, причем с серьезными ментальными проблемами. Он один день приходит, тебе топором разносит входную дверь, а на другой день стоит у тебя на коленях перед домом, перед порогом и клянется, божится, прости меня. То есть они неадекватны. Они неадекватный народ, они неадекватная страна. И исторически, как бы они ни меняли строй, как бы они ни меняли идеологию, что бы они ни делали, как говорил их премьер-министр Черномырдин, что бы мы ни делали, у нас получается КПСС, Коммунистическая партия Советского Союза, какую бы партию ни создавали. И какую бы Россию они ни создавали, а все равно получается по итогу какой-то концлагерь. Такой концлагерь или другой концлагерь. Просто меняются таблички на этом концлагере. И это абсолютно точно, кажется, Ленин сказал, что это тюрьма народов. И сегодня Навальный, Ходорковский, Гудков, там, Миловы и прочие вот эти российские оппозиционеры, они тут в Украине, они на Западе просят сохранить им Россию, единой и неделимой, да, и при этом для меня это звучит, как, знаете, они там о своей прекрасной России будущего говорят, ПРБ они называют ее, а мы ее называем ПРБ, но проклятая Россия будущего. Они предлагают вот эту тюрьму народов, давайте мы поменяем решетки, замки, двери и покрасим стены в розовый цвет. Поставим телевизор там, да, в'язниці. Да, и поставим телевизор, и сделаем такой косметический ремонтик, и все будет хорошо. Но на самом деле проблема гораздо глубже, потому что в любом случае они переформатируются, они обманут Запад. Абсолютно, потому что Запад, я думаю, на Западе будет достаточное количество политиков, которые будут говорить о том, что это другие. Вот Ельцин был другой, потом Путин был другой, да, и они опять через 30-40 лет перевооружат свою армию. Навальный сделает армию без коррупции, без ничего, и пойдет на Украину. Почему я так думаю? Потому что вам достаточно посмотреть дебаты Стрелкова и Навального в Ютубе. Война, которую вы начали, это дорогая вещь, которая уничтожает экономику России. Я вижу в Минских соглашениях пункты, которые крайне важны для вас и для нас, для всех. Это особый статус Донбасса, закрепленный в Конституции, язык, выборы. Стрелков предлагает завтра бросить на мир ядерную бомбу, а Навальный, как я понял, предлагает послезавтра. Когда он построит нормальную государственную машину, армию, все, и тогда уже сделаем, разберемся с миром.
Когда Ходорковский, который отсидел 9 лет в российской тюрьме, выходит и в первом же интервью говорит, что он готов взять в руки оружие и идти воевать на Северный Кавказ. Он просто не знал, что там уже Кадыров, так все серьезно, видимо, в тюрьме он был ограничен информацией. Я считаю войну вещью очень плохой, но если речь идет о делении Северного Кавказа или война, значит война. Если конкретно спросить у меня лично, я пойду воевать или нет, пойду. Но он говорит искренне, я готов идти воевать. А ему говорит ведущий Альбац, а за что ты будешь там воевать? За нашу, за русскую землю. Но она говорит, это чеченская земля, это другой народ, другая культура. Он ей отвечает, как это другой? Это наша земля, наши предки ее завоевали. И мы будем, никогда мы ее не отдадим. Все, это наше, забудьте. А потом он перед Гордоном пускает слезы. Господи, украинцы, простите нас. Российская оппозиция сегодня ненавидит Путина. Но ненавидит она его не за войну в Украине, что он ее начал. Они ненавидят его за то, что он ее проиграл. И я не могу это видеть. Если бы получился Киев за 2 дня, то было бы все хорошо. Поверьте, он был бы для них героем. И никаких претензий к нему не было. Доказательство. Война в Грузии. Когда супер-оппозиционер Навальный говорил, давайте долбанем по грызунам, надо ракетой в их генштаб попасть, надо то, надо это, надо 10-е. Вы призывали признать независимость Абхазии и Осетии. Это был манифест движения «Народ». Вот. Я считал, что нужно признать независимость. Да, вы... Невозможно сравнить Абхазию, где шла война, и которая фактически была независима от Грузии много-много лет и является сейчас независимой. Невозможно сравнить с Крымом и с Украиной. Для вас, для нас нету хороших с той стороны. Для вас может быть хорошим независимая Якутия, независимый Татарстан, независимая Ичкерия, независимый Дагестан. Но у нас нету выбора. Пока они будут теми, кто они есть, у нас выбора нет. Мы не можем ни своим детям, ни своим внукам гарантировать ни будущего нормального, мирного неба над головой, нормальних чоловічних взаємоотношень. Чи є в вашій країні люди, які можуть піднятися? Тому що я розумію, що багато поколінь вже виїхало, да? Багато людей, вже різні покоління виїхали, вони за кордоном, такі як ви, наприклад. Да? Інші люди, я знаю, багато в Франції живе, по всій Європі. Уряд знаходиться за межами вашої країни. В останні якісь перестрілки, там були у 2016-му, да? Це останній збройний конфлікт проти влади Кадирова на території Ічкерії. Чи є люди якісь реально там в лісах, чи які там прийдуть, встануть, якщо треба буде? Чи все ж таки, я просто чув від одного росіянина, який за нас воює, він сказав, що чеченці – це вже такі самі росіяни, от такі самі. І вони вже якби звиклися з тим, що вони живуть в цій імперії зла і нічого типу не буде. Вот тут для меня как бы, вот вы мне сейчас привели пример, да, россиянин, который воюет за вас здесь, при этом остается заложником своего русского мышления, да, по которому, как я говорил, но украинцы же другие, многим русским. И я всегда от них слышал ровно то, что ты сейчас услышал от него. Они мне говорили, да ладно, да это такие же русские, как и мы, просто там что-то сельские, это там, как это называется, мова, шмова, какая-то такой у них такой, говор такой, южно-русский, понимаешь? Так какие там отдельные народы? Ну что ты мне рассказываешь? Я же их знаю. Вы там на Кавказе жили, вы не знаете, а я этих украинцев. Вот то же самое он тебе говорит. Да какие же это уже чеченцы? Это не чеченцы. Также сидит эта очень неприятная мне журналистка Елена Милашина в интервью Собчак и говорит, все, чеченские устои разрушены, чеченские законы разрушены, и мы сломали их. И Собчак ее переспрашивает, точно сломали? Она говорит, точно сломали. И мне так хотелось, я это сделал, этот жест, показал им, сколько они сломали, да, и что им от нас светит. То, что мы здесь, то, что сотни, тысячи таких, как мы, просто из-за того, что они не могут, у них российские паспорта или вообще нет паспортов, они не могут сюда приехать воевать, вот они этому россиянину и всем прочим россиянам, и даже тем чеченцам, которые идеологически поддерживают Кадырова, там, Путина, пришли на эту землю, нас бы тысячи таких пришли бы сюда и показали бы им, что они у нас сломали, как мы стали русскими и что дальше из этого вышло.
Нас советская власть 70 лет ломала. У нас люди Кораны читали в подвалах, чтобы не знали. Они над нами гнушались как могли. Они к 89 году были абсолютно уверены, что наконец-то им удалось. Мы ассимилировали, мы стали как они, потому что они вырастили достаточное количество чеченской интеллигенции, которая была для них, русский язык фактически был родным. И что? Приходит Джохар Дудаев и говорит: вперед. И мы идем вперед. Поэтому это все, мы их много раз в их истории обламывали. Вот когда им казалось, что они уже нас выиграли, нас задавили. У нас, знаете, был такой герой национальный, Байсенгур Беноевский. И вот это ходит легенда, что когда попал в плен шейх Мансур и погиб в плену, он был ранен под Анапой, пришел человек домой и говорит, что вот шейха Мансура нет, что территория Чечни оккупирована, там, и мы покорены, все пропало. И зашла, говорит, женщина и сказала: у вас внук родился. Он говорит: как его назвали? Он говорит: Байсенгур. И все по новой. Вы не сдались, и мы не сдадимся. Это как бы исключено. Поэтому и тот русский, который воюет за вас, и тот русский оппозиционер, и тот русский солдат, и тот русский политик, и тот русский депутат, они одинаково думают о вас и о нас. Но вот нифига они не угадали. Вот все будет иначе. Потому что пока жив хотя бы один из нас, кто с ними не согласен, пока жив хоть один из вас, кто с ними не согласен, у них ничего не выйдет. Вас сейчас миллионы, десятки миллионов. Нас меньше, но мы доставим тоже, в свою очередь, мы им до этого доставили много неприятностей, очень много. И даст Бог, мы добьемся свободы. У нас, понимаете, разное мировоззрение. И вы хотите свободы в своей родине, и мы хотим. Я не встречал украинца, который мне говорил: я хочу захватить Москву, я хочу заставить говорить эту какую-нибудь Смоленскую губернию или Московскую область на украинском языке, я хочу, чтобы они там взяли украинскую церковь у себя поставили. Я таких украинцев не видел. Я не видел чеченца, который мечтает захватить Новосибирск и сделать там, установить там полностью чеченский язык, там культуру и все, и этих русских заставить быть. А они хотят. Поэтому в их, не знаю, у них проблема с мозгами. У них не укладывается, что могут быть другие. Это везде. Это в Америке, это в Европе, где угодно. Они считают, что вот мир должен выровняться под них и быть им удобным, и как они. Поэтому никогда никто не сдался. И слава Богу, что в Украине есть президент Зеленский, что в Украине есть главнокомандующий вооруженными силами Валерий Залужный, что у вас есть лидеры, мощные лидеры, серьезные лидеры, которые ведут этот народ в бой, которые не сдаются, которые настолько грамотно бьют врага, что сегодня уже вопрос стоит, они говорят не о захвате Украины, а о том, что надо бы спасти Россию, матушку. Чому Кадиров так вигідний Путіну? Тому що я поясню свою думку, що немає в Росії політика, який ось настільки багато собі дозволяє. Він дозволяє собі там погрожувати, він дозволяє собі якісь такі речі, за що мають садити, в принципі. Плюс з вашої національності зробили таких людей, яких бояться, да, які лякають там в Москві. Ось цей ще формат, що от приїдуть чеченці, да, і будуть серйозні проблеми. Смотрите, феномен Кадырова заключается в том, что, представляете, надо было воевать с чеченцами почти 10 лет, чтобы наконец-таки среди них найти хоть одного, кто согласился вот сыграть эту роль. Они, мне кажется, выбрали настолько неадекватного, настолько слабоумного человека и сделали ему легенду великого воина, сделали ему такую пиаровскую раскрутку, что уже, понимаете, они иногда, как говорится, главное во время следствия не выйти на самих себя. Так вот, Кадыров становится и рассказывает, что он приехал к Шамилю Басаеву, там было 1500 боевиков, Масхадов, президент наш, Шамиль Басаев. И он приехал, и когда он один вышел из девятки, то 1500 боевиков разбежались. И тут один русский ветеран, которому очень крепко досталось от вооруженных сил Ичкерии под селом Комсомольское, которое они штурмовали месяц, и не могли его взять, и пригнали туда все, что у них было, все Буратино, все грады, ураганы, и просто этого села нет. Они его просто вбили в землю, и он подал, как я слышал, иск на Кадырова, что почему Кадыров
Если он ездил к Басаеву и разбегались 1500 боевиков, почему он не приехал в Комсомольское, где было как раз 1500 боевиков и не сделал там? Почему погибли сотни российских солдат, почему погибли это? А Кадыровы, вот понимаете, еще, насколько я знаю ситуацию, самих кадыровцев сюда, вот их когда кинули на Киев, они очень хорошо отгребли, вот отгребли так, как никогда, потому что это не армия, это не солдаты, это не какой-то род войск, это каратели. Вот если бы они шли за российской армией, да, когда они идут за российской армией, убивать, насиловать, устраивать нечеловеческие пытки, там, пиарить себя бесконечно, эти тиктоки тупорылые снимать, там, клоуничать, да, они способны. Но как армия они не существуют, как боевая единица. Это просто карательные подразделения, состоящие из садистов. Все, вот отобраны садисты. На весь мільйонний, скажем так, чеченський народ, їх знайшли там 40 тисяч. Да? Чому молодь іде в ці карателі? Це про гроші, чи це про те, що ви сказали, Медведчуки, Кадирови і так далі? Про що ця історія? У вас дуже такі виховані люди з такою глибокою ідеологією, релігія. Чому вони йдуть за цим шайтаном, да, і Да. от такі, на такі речі підписуються? Ну, тут очень простой ответ, они сами шайтаны. Я просто, ну, слушай, ну вот в каждом народе, в любом народе в мире, да, нету народа, у которого не было так называемых страт. Вот они страты. Они те, кто согласны служить за любые деньги, должности. Есть очень хорошая песня, что они продались за нефть, за должности, за джипы. Да? Они продались и продались. И сегодня эти люди, когда продавались, они видели мощную российскую армию, реклама. Они уверовали в это, да? Но их ждет очень сильное разочарование. Потому что когда российская экономика грохнется, то уже не будет тех возможностей, которые были. Она потихоньку катится вниз. И это личная гвардия Путина. Понимаете, когда в Москве, например, начнутся какие-то бунты и волнения, то если выйдет, например, 100 тысяч человек или даже 200 тысяч, я думаю, что московская полиция легко будет их расстреливать. Но когда выйдет 1 миллион, она уже побоится. А для кадыровцев, даже если выйдет 10 миллионов русских, у них рука не дрогнет. Они выполнят приказ, они расстреляют. Поэтому я их считаю как бы последний шанс Путина. И он на них рассчитывает. И после того, как они показали себя очень плохими солдатами, опозорились, были, скажем так, обесчещены в ВСУ под Киевом и в других местах, то их забрали домой, и дома они сидят, исполняют. Да, кто-то из них, наверное, ездит сюда в командировки, поторчать в заградотрядах, пострелять беглых дезертиров этих, бегущих с фронта, но на боевые действия нет. А вот мобилизовать чеченцев, брать в заложники семьи, мол, если не пойдешь, то что-то случится с семьей, да, это они будут кидать. Они будут кидать всех теперь. То есть там уже будет не кадыровцы, еще кто-то, это уже тотальная мобилизация. Они спрятали в этом указе Путина 7-й пункт, где говорится о количестве мобилизованных. Поэтому, да, это вот обычная его личная гвардия, его псы, которые готовы рвать любого безоружного, который не способен им оказать сопротивление. Всі солдати та офіцери батальйону Дудаєва воюють в Україні за свої кошти. Але батальйон потребує підтримки, тому що це постійні розходи, харчування, пальне, амуніція. Тому якщо у вас є нагода, а головне бажання підтримати цей батальйон, посилання на рахунок я залишу в описі до цього відео. Давайте підтримаємо наших братів. А вот за ваши донаты, которые вы скинули нам на топливо, да, мы приехали в прекрасное село, которое до сегодняшнего дня было под оккупацией. Сейчас уже нет. Продолжайте нам кидать денежки, мы вам будем очень благодарны. И с каждым донатом сел свободных станет все больше. Аминь. Ви знаєте, я зараз дуже часто ловлю себе на думці, да, там дивлюсь футбол, думаю, люди в Італії на стадіоні кайфують, все класно, живуть своїм життям, ходять по магазинам, насолоджуються, да, а ми живемо війною, да, тобто ми не знаємо, там прилетить ракета чи ні. Ваш народ теж, в принципі, я спілкувався з тими людьми, які в Францію виїхали, і вони з цього жахіття
Вони приїжджали в Францію, розповідали, що роблять росіяни, і французи їм не вірили. Вони кажуть, це методи 19 століття. І я от часто собі ставлю питання, ну чому така несправедливість в світі? Да? Тобто хтось живуть собі спокійно, а ми потрапили під оцей, ну, такий дуже серйозний прес, навіть не прес, не знаю, якийсь піздєс потрапили насправді. Чому так? Хоча ваші люди, вони адаптувалися до Франції чи там до будь-якої країни і живуть собі як європейці спокійно, і нічим вони не гірші, да? А давай посмотрим на это с другой стороны. А давай посмотрим на это с той стороны, что впервые за всю историю украинского народа ваша армия отстояла Киев, отстояла столицу, гонит врага, сокращает количество территорию оккупированную, расширяет территорию освобожденную. Ціна цього всього. Людське життя. Хорошо. Мир жесток. Человек рождается в муках, да, и умирает не по собственной воле. Есть какие-то ценности выше комфорта, выше хорошей машины, дома, пива. Есть эти ценности. И эти ценности, за эти ценности есть цена. И эту цену платит Украина. Чому ми її платимо, і ваш народ, чого він її платить? Ну, платим, потому что, понимаете, я так полагаю, что если бы много веков назад были бы возможности, или бы случилось так, что мы бы объединились и не дали бы русским выйти за пределы Садового кольца, не дали бы им раздвинуть границы своей империи, то сегодня мы бы с тобой не сидели перед камерами, а сидели бы на стадионе и смотрели бы футбол. Теперь мы должны сделать то, чтобы наши дети, наши внуки, правнуки не задавали друг другу этот вопрос. Понимаешь? Кто-то это должен сделать. Итальянцы сражались за свою свободу. Они, если кто-то знает историю, Гарибальди, да, который создавал. А немцы тоже создавали свое государство. Британцы. Были гражданские войны, войны с захватчиками. Это как бы история любой страны. Ти заїжджаєш в будь-яку страну, там пам'ятники... Ми теж, наша історія, ми постійно билися за свою історію і так далі, за свою країну. Ні ми, ні ви не виграли окончательно у імперії. Так вона ж ніколи не закінчиться, ця історія. Помре Путін, знову народиться нове покоління, прийдуть якісь дураки, знову давайте нас качати. Нет, вот тут как бы, вот тут для этого, наверное, и нужны мы здесь, чтобы на нашем примере, на примере других, скажем, белорусов тех же, да, скажи, пожалуйста, ты посмотришь на карту России, убери оттуда национальные регионы. Сколько той России останется? Я думаю, что с тем населением, и с теми как бы русскими, которые там останутся, недюже и повоюешь. И обязательно этот процесс должен быть завершен полной демилитаризацией России. Абсолютной демилитаризацией. У них должны быть полиция, у них должны быть, я не знаю, там какие-то внутренние войска для охраны тюрем, там еще что-то, да, вооруженные легким стрелковым оружием. Но эта страна должна быть абсолютно демилитаризирована. И за этим надо очень внимательно следить, чтобы не получилось, как с немцами в 30-е, когда они создали Черный Рейхсвер, потом потихонечку создали армию. Вот за этим надо следить. И чтобы этого не было, нельзя допустить, чтобы такие люди, как Ходорковский, Навальный, пришли там к власти, все эти Каспаровы, которые сегодня исповедуют имперский проект. Этого быть не должно. Это гарантия. И я считаю, что как проводили с немцами денацификацию, да, то я думаю, что в России нужно тоже проводить денацификацию. И Россия, вполне возможно, должна быть поделена на сектора союзнические. Я не знаю, если Украина возьмет союзники, например, Ичкерию, если возьмет союзники какие-то другие государства, чтобы на территории бывшей России было нормальное, спокойное, неагрессивное государство. Потому что все говорят об угрозе, там кто-то нападет, еще что-то на Россию, но на нее никто не нападает. Нападает всегда она. И когда бы ты не посмотрел российской истории, они защищаются. Напали на Украину, они защищались. Напали на Афганистан, они защищались. Я был ребенком в школе, когда мне рассказывали, что наши войска вошли в Афганистан на 40 минут раньше американцев. Но я хочу сказать, в принципе, огромное спасибо украинским вооруженным силам, украинским властям, украинскому народу за то, что они делают. Это гордость, это честь быть рядом с вами в этот момент.
Это очень важно для нас. И без вас у нас крайне мало шансов освободить свою родину сейчас, а без нас, свободных, у вас крайне мало шансов остаться жить, долго жить в мирной, безопасной стране. Потому что они вернутся. Они вернутся под любым предлогом, в любом случае. Это неминуемо. Поэтому, Після першої війни буде друга ще. Обязательно. Если не будет свободных, поневоленные народы не получат свободу, и Россия не будет загнана в ее исторические границы, и не будет там создано нормальное, спокойное, демократическое, демилитаризованное государство, шансов нет. Я считаю, надо дать шанс русским пожить нормальной жизнью. Понимаете, и ни я, ни людоед, ни это они готовы убить всех украинцев, всех чеченцев. Я не встречал чеченца, которые бы, или украинца, который мне говорил, а давай убьем всех русских. То есть таких людоедских настроений ни у кого нету. Мы просто хотим спокойно, нормально жить. Мы хотим свободно жить. Друзі, я сподіваюся, вам зайшов цей матеріал. Ви зможете просигналізувати під відосом в коментарях дуже глибокі думки про наші народи, українські та нохчі, скільки Росія нас гнітила просто століттями. І те, що ці хлопці зараз тут з нами, я, якщо чесно, не здивований. Я б хотів би вас запросити підтримати петицію до президента України саме зараз визнати незалежність Республіки Ічкерія. Спеціальна петиція зараз зареєстрована. Лінк я залишаю в описі до цього відео. Це найпростіше, що ви зараз можете зробити. Ви ж почули цю головну думку, що ми зможемо жити поруч з Росією тільки коли вона відпустить інші народи у вільне плавання, в незалежне плавання. Тому давайте зробимо перший крок. Шановні українці, в цей нелегкий час для нашої країни ми об'єднали зусилля з нашими братськими народами та боремось з ворогом, який намагається нас знищити. Ассаламу алейкум, джимаат. Все крымские татары, которые были призваны в военкомат и на войну против Украины, я вам предлагаю сдаться добровольно. Мы скоро придем на нашу родную землю. Мы победим, иншаллах. Ассаламу алейкум, нохчигам. Шашницер куз хадахкитан куз позициешка болч. Энтрешига شجرت وعدلش حسيا دول والورق دايش تنسح ويقام هلك يشحبوش بوي غاسخي سنت $2 حارم دشون سيا دول إن شاء الله ويتولم خربوشون ويموق ماشا خردشون الله أكبر